Олег Алексеевич, здравствуйте. Мы у вас Здравствуйте. в новом году приехали в гости к вам в Тайган. Расскажите нам, как сегодня Тайган? Ну, как вы знаете, Тайган и сказка сегодня закрыты, идет реконструкция, идет большое перемещение животных и приматов, и кошек. Вот, все идет приведение к тому, что приведены будут в соответствие с новыми нормативами. Все вольеры, все домики, и часть животных переселяется, допустим, для шимпанзе, господи, для человекообразных обезьян увеличиваются домики, для шимпанзе, для человекообразной обезьяны Даны также увеличение происходит вольера за счет того, что она переселяется в вольер, где жили гамадрилы, у них непомерно большая площадь, которая соответствует нормативам человекообразных обезьян, а гамадрилы переходят у нас в новый вольер вот сюда с этими площадками. Здесь на территории слоновника, вы видите, здесь давно уже были сделаны площадки, здесь только нужно сделать ограждение сейчас для нового вольера. Новая экспозиция, да, здесь да? очень большие внутренние домики, и здесь будет экспозиция, ну вот можете представить себе масштабы, какие идут капитального строительства и капитальных затрат. Вот здесь будет ограждение, и мы будем вот животных видеть уже без клеток, без вольеров, они будут внизу здесь. Да, здесь будет такая скала, гора для них. Это все их территория, новая, с площадками. То есть вольер будет нормативный, большой, современный, красивый. Вот. Гамадрилов очень легко будет здесь и видеть, и фотографировать, и кормить. Это будет уже безрешеточное содержание. Ну, идет реконструкция других вольеров. Вот, все идет по плану. Да, хотелось бы, конечно, это закончить до Нового года, но не успели. Вот, ничего смертельного, страшного в этом, как я уже неоднократно говорил, нет. Нет никакой необходимости пользоваться какими-то, я не знаю, услугами, и глава республики в том числе предлагал помощь. Все идет в плановом порядке, до сезона еще несколько месяцев. Вот, у нас есть конец января, у нас есть февраль месяц, и я думаю, что к марту месяцу парки мы уже откроем, и 8 марта уже, как обычно, наши посетители смогут прийти в обновленный парк. Вот, для этого нужно вот последний этап пройти, последние усилия сделать. Сейчас все строители работают. Вот, все мы прекрасно понимаем, сколько у нас там недочетов и какие недостатки у нас там остались. Вот, исправить лицензирующему органу, показать. И поэтому никакого коллапса. И передайте всем нашим подписчикам, уважаемым, что ничего страшного абсолютно нет, никаких материальных убытков, значительных, скажем так. Вот, для парка Тайгана, зоопарка «Сказка» нет. Вот, сейчас самое наименьшее посещение, зимнее, поэтому это самое удобное время для проведения реконструкции. Все, что было построено за десятки лет, сегодня приводится в соответствие с новыми нормативными документами, и нам очень проще в этом плане. Мы частники, мы имеем собственные денежные средства, мы знаем, как, что делать. Гораздо сложнее, но я уже говорил, государственным зоопаркам, которым нужно вставать в бюджет, получать бюджетное финансирование, тендеры объявлять, строителей нанимать. Это все время, большие деньги и так далее. Нам гораздо проще в этом плане. Мы сами себе здесь хозяева, сами себе распорядители своего бюджета. Вот, денег у нас предостаточно на все эти мероприятия и работы. Время, так сказать, есть. И поэтому думаем, что сезон 2022 года наши парки вступят уже в обновленном виде. Это будет эстетично, это будет нормативно, и повышена будет безопасность содержания и животных, и безопасность посещения людей. Во всяком случае, никто уже не сможет сказать, что что-то ненормативное, не соответствующее нормативам здесь в зоопарке «Сказка» либо в парке Тайган есть. Не предлагали другие зоопарки вам животных? Много предлагают животных сейчас, много предлагают, вот львичку у кого-то выкупили, опять-таки у фотографа с Ростова-на-Дону, вот еще львов предлагают, но мы, имея печальный опыт, зная, что все эти животные, как правило, с поломанной психикой, вот, что все эти животные потом начинаются, вы помните и знаете, как не Лола,
Легенда, да, все эти Лола, животные Боня. потом начинают болезненно восприниматься. То есть люди, когда желают избавиться от этих животных, заради Бога только примите, да, только потому что уже дома невозможно, потому что уже охотятся на домашних, потому что вот никак, вот и никуда, кроме вас. Ну а потом, когда животное живет здесь, ой, вы нашу там девочку не так кормите, вы ей там с ложечки не даете, вы ей шарики, мячики не даете, вот она страдает и так далее. Ну, если вы чувствуете, что можете содержать дальше своего питомца, содержите, пожалуйста, его дома на диване, кормите его окорочками, кормите его с ложечками, вытирайте ему там этим самым сопливчиками ротик, ставьте эти памперсы, вешайте и так далее. Но если вы сдали в зоопарк, вот, то уже не предъявляйте такие же требования к вашим питомцам. Они живут здесь на общих основаниях. Вы знаете, мы прошли историю с Боней, да, Боня, вот, которая тоже пришла, вот, а вот вы о ней фильмы не снимаете, а вот она у вас нелюбимая, а вот где она, да бог ее знает, где она, среди 56 львов, которые бегают в саванне. Это, знаете, то же самое, что ребенка вы сдали в детский дом или интернат. Одно дело, вы его растите дома и холите, и проявляете отцовское, материнское, так сказать, заботу, а другое дело в интернате, где дети находятся на общих условиях все. И, конечно, они там не получают той индивидуальной заботы, любви, которая есть в семье. Грубое сравнение, но то же самое, извините, с вашими питомцами. Поэтому я после вот этой истории с Боней, после истории с легендами, после истории, вспомните, сейчас скажу, Олежка, да, и так далее, эти громкие заявления, да мы вас порвем, да разорвем, да посадим, да изничтожим, вот, а вот где все случается здесь, на этой территории, когда много хищников в одном месте сконцентрировано, и здесь действуют законы природы. Вот, мы не содержим хищников поодиночке, вот, и мне, поверьте, тоже жаль то, что произошло, трагедия тогда в саванне, когда я был в Санкт-Петербурге с Филей, с Олежкой, вот, что они стали бороться, собственно, за лидерство и проявлять свои самцовые качества, и, собственно, вот не просто поранили, а вот просто убили тогда, когда это, ну, мы знаем эту трагическую историю. Вот, но поэтому мы сделали из этого всего выводы, и сегодня лишний раз лучше не принимаем этих домашних львов. Да, есть проблемы, их некуда деть. И ни один зоопарк их не возьмет. Ну, может взять еще одного-два животных, там, Карен, Делакян, допустим, наш дорогой доктор, который не отказывает, но у которого очень ограниченные возможности в приеме всех этих несчастных, покалеченных животных. Вот. Их на самом деле появляются десятки. Тем более сегодня после лицензирования зоопарка. Вот я хотела сказать, Но- что есть же зоопарки, которые не пройдут лицензию, ну, они не смогут этого сделать просто. Вот такие зоопарки не обращались, Каждый- не про домашних, а вот Каждый зоопарк сегодня сам поступает со своей коллекцией, потому что лицензирование приведет к оптимизации многих зоологических коллекций. Сегодня, если на каждую кошку нужно 100 квадратных метров, то откуда взяться таким территориям на территориях зоопарков, которые занимают там, ну, 2, 3, 5 даже гектаров, вот, которые в сложившейся градостроительной обстановке, ситуации, и у них нет таких просторов, как у Тайгана, что я взял 3000 квадратных метров и построил новые вольеры. Таких возможностей, безусловно, у зоопарков нет, поэтому как будут поступать, ну, трудно сказать. Вот, я боюсь, что последний путь останется эвтаназия животных. Это право зоопарка просто убрать, умерщвить тех животных, которые находятся за пределами их коллекции. Это общемировая закон не запрещает. практика, закон это не запрещает, просто перед этим они должны предложить всем зоопаркам страны, допустим, близлежащим зооучреждениям, которые могут это взять на содержание бесплатно. В случае, если есть желающие, они отдают, если нет желающих, то, к сожалению, может быть эвтаназия тем же волкам, медведям, лисицам и прочим там кошачьим, которые есть лишние и так далее. Но повторяю, что это сегодня лишь небольшая часть зооучреждений России прошли лицензирование. Гораздо большая часть не подавали заявки, либо заявки находятся на стадии рассмотрения. И очевидно, мы с вами скоро станем свидетелями о том, какие зоопарки там
в этом году пройдут лицензирование сейчас до летнего сезона, Ну, которые, таких не станет. о которых, да, не станет и так далее. Очень трудно привести в соответствие тот же Симферопольский зооуголок, которому нужны сегодня, ну, просто гектары для расширения, чтобы кошек, медведей, там, всех расселить по тем нормативам, которые предписываются новым постановлением правительства. Вот. Ну, поэтому будем свидетелями с вами. Вот. Здесь как бы каждый отвечает за себя. Я сегодня ночью, по-моему, отвечал на вопрос по крокодилярию ялтинскому, где руководитель Виктор Жиленко написал письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Вот, и подписчики спрашивают, что это, вот, имеет ли это право на жизнь, будет ли толк, или это больше отчаяние. Конечно, это отчаяние, потому что никакой президент в данном случае не поможет. Вот, во-первых, он не читает письма. Вот, во-вторых, даже если бы и читал, закон принят, и закон Согласно вот закону, в данной части я не оспариваю этот закон и согласен с этим положением, что крокодилы, которые привыкли к жаркому палящему солнцу, африканскому, да, но они не могут жить в подвале. Это аномально при всем искусственном свете, который там есть и так далее. И поэтому в данном случае законодатель, когда написал, что крокодилы должны жить, значит, там 10 квадратных метров на крокодила, и свет, и так далее, это нормальное требование. И просто нужно понять, что да, построили, да, работала выставка, зарабатывались деньги, но сегодня пришло время, значит, что-то поменять, поднять и построить крокодилярий наверху, с солнечным светом и с учетом тех нормативов, которых есть. Вот, а не писать письма президенту. Законотворческая инициатива по изменению закона данного может быть, но она должна пройти обсуждение, она должна быть проработана специалистами, депутатами. Это очень долгий путь, и ни нам, предпринимателям, ни мне, ни Виктору Жиленко его так просто не пройти и быстро не пройти. Вот. Должно пройти время, да, у нас принимаются сырые законы, неподготовленные и до конца не проработанные профессионалами, вот, но это вопрос долгий и не наш вопрос. Вот, нам нужно сегодня подчиняться этим законам и исходить из тех реальных обстоятельств, которые сегодня нам диктует время. Вот, поэтому можно, конечно, писать президенту письма, устраивать митинги и манифестации, но толка от этого не будет. Нужно выполнять, я считаю, что законные требования на сегодняшний день контролирующих служб и улучшать условия для содержания животных. Вы видите, мы копаем экскаваторами ямы большие, все это превратится в красивую экспозицию, вот, и просто зоопарки, ну, пришло что-то менять, и я по-прежнему считаю, что данный закон послужит улучшению и содержания животных, и становлению наших зоопарков российских на более новый современный уровень. Вот, впервые за 50 лет что-то поменялось. Вот, и директора зоопарков, тут я говорю, ну просто не нужно этому сопротивляться, нужно принять это как данность и выполнить эти условия. Олег Алексеевич, а я хотела еще спросить, вы сейчас затронули тему Симферопольского зооуголка. В одном из интервью недавно там YouTube-канал приписал вам этот зооуголок, и люди стали говорить, как же это так, такой красивый тайган, сказка, и вот такое третье детище Олега Зубкова, это Симферопольский зооуголок. Знаете, как, помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», говорит, Казань брал, что там, Умань брал, говорит, Астрахань брал, да? Астрахань брал, да, вот что там не брал. Так и я. В Португалии имущество имею, Ялтинский зоопарк мой, Тайган мой, Симферопольский зооуголок не мой. Вот. Поэтому вокруг меня много всяких слухов ходит, и мне часто предписывают то, чего нет на самом деле. Вот, ну, приписали по доброте же душевной журналисты мне Симферопольский зооуголок. Вот, но мне было бы стыдно, если бы это был мой уголок, зооуголок, во-первых. Вот, но, во-вторых, он находится под стенами Совмина и под стенами там ветдепартамента и всех центральных органов. Я считаю по-прежнему, что состояние Симферопольского зооуголка это долгие годы, это просто какой-то позор вот, действующей власти. Так содержать зооучреждение нельзя. Из меня здесь пытаются сделать всякие Тушины, Ивановы и прочие
адепты крымской, так сказать, политики, какой-то, знаете, космический корабль, чтобы у меня было все по высшему классу, да, вот здесь, начиная от кафе, заканчивая, значит, территорией вольерами. А вот Симферопольский зоуголок, он никого никогда не раздражает. Зоуголок Вот, невидимка, вот, Невидимка, да. никто никогда его не замечает, не видит, все прекрасно, хорошо. Вот, и он существует в центре столицы Крыма и уже больше, чем 70-летней истории. Я всегда говорил и говорю, его либо нужно реконструировать достойно, привести в достойное состояние, как все вокруг сейчас в Крыму происходит, либо закрыть как зоуголок, который не подлежит реконструкции на данной территории детского парка, не имеет перспективы там расширения, либо убрать тех животных, которые там содержатся в ненормативных условиях, те же олени, верблюды, там, медведи, а оставить каких-то птичек, мышек там и Зайчиков. да, каких-то маленьких птичек, которые могут украшать эту территорию и действительно соответствовать статусу маленького зоуголка при детском парке. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.